И я хочу показать вам еще один способ создания натуралистичных век. Вот, например, как у такого котика. Путем приваливания и наращивания шерсти. Вот. Для этого вам нужно установить глазки, вот как у этого котика. Установили. И нам нужно создать вот такие вот веки. Сначала валенные они будут. Для этого возьмите шерсть. Например, у этого кота мне будут серые веки. И я беру серую шерсть. Если вы видите, что вы хотите, чтобы у вашего кота были там белые какие-то полосочки на глазах, поэтому делайте светлое, какое-то светлое валяние. А как вам угадать, сколько нужно шерсти? Возьмите пучки такие, вот примерно раза в 3 больше, чем нужно вам, вот визуально. И затем берем губку и иголочку номер 38 треугольник. И вот на основе, на губке валяем полосочки. Вот таким образом. Шерсть нужно брать кардачоз. И вот такие получаются полосочки. Не буду уже слишком долго тратить время. У меня заготовочки есть. Они должны быть одинаковые примерно. Тут, чувствую, здесь меньше, можно добавить. Вот. Примерно такие полосочки должны получиться у вас. И берем кота, иголочку номер 38 звездочка, и начинаем приваливать к голове. Начинаем с уголочка, где как бы вот такая вот слезка, да, у них, у животных. С этого уголочка начинаем. Сначала просто вы как бы должны закрепить вот эту валяшку всю на голове. То есть просто чтобы она была зафиксирована, а потом уже будем делать красоту. Вот. Вокруг глазика очень так хорошо внутрь, чтобы проходила иголочка, чтобы шерсть связалась с внутренней набивкой. Для этого вот до расширения вы должны погружать иголку внутрь. Затем вы проходите с наружной стороны, прям вот вы чувствуете, что это у вас идет прям под глазиком. То есть все очень близко к глазику. И держите иголку по направлению к глазику. Не вот так, потому что вот так у вас будет просто шерсть расползаться по голове и не будет устраиваться такой вот заборчик из века. Ну и не забывайте про то, что вам нужно будет с помощью века создать настроение, выражение морды у вашего кота. Для этого вы можете найти в интернете котов, которым вам нравится вот какое-то выражение, и посмотреть на его веки. Сейчас я вот продемонстрирую вам. Ну вот, например, у этого кота вы видите, что как понять, как вам нужно приваливать. Глаз имеет круглую форму. Вот, а веки уже создают какое-то настроение. Вот, например, у этого кота вот так вот прикрытый глаз веком. И я буду тоже таким образом выстраивать шерсть свою. Есть более такие вот там дружественные какие-то, такие миленькие. Это больше у собачек, такие глазки домиком.
и милое выражение лица. У Минкунов они такие серьезные ребята, поэтому немного насупленные, скажем так. Смотрите, когда вы вот приваляете до такого состояния, вот как сейчас у меня, как вы сейчас видите, можно взять иголочку номер 38 в треугольничек. Это вот первая игла, которую мы приваливали к этому губке, валяли, да. Теперь нужно просто нам выстраивать с помощью этой иголочки форму. Потому что 38 звездочка, она хорошо приваливает к основе, и она хорошо уваливает. Но нам уже уваливать слишком шерсть не нужно, нам теперь нужно просто сделать форму. Поэтому вы работаете этой иголочкой, можно слишком далеко не проникать. Вот уже тут в самом начале есть эти зубчики, которые сваливают шерсть и формируют наше веко. Можно двигаться в разных направлениях, но старайтесь, ну вот у меня сейчас глазик не стеклянный, а из композита, и он, когда на него игла попадает, он царапается, поэтому очень аккуратно. Когда вы стеклянный глазик, то в принципе можно не бояться и двигаться вдоль глазика спокойно. Выбирайте разные направления, вот можно и так, и вдоль, и потом и так поменять направление, чтобы хорошо шерсть свалялась, не была мягкой, она должна быть плотная, не было провалов. Там, где и шов идет, нужно вот в этом месте осторожно иглу вводить, чтобы она не поломалась. Вот здесь я вижу, что у меня здесь достаточно тонко, мне нужно добавить шерсти, вот, чтобы века была однородная по всей длине.
Проходимся вот так по самому краешку, чтобы он стал немного тоньше. Так. Ну и вот здесь аккуратненько, чтобы вот эти все кучеряшки были спрятаны. Вот. Ну, теперь второй нужно сделать таким же. Возможно, сейчас я еще добавлю сюда, чтобы был более закрытый глазик. Вот. Ну, технология такая же. Вы там дальше просто смотрите, до какой степени вам хочется закрыть глазик веком. Вот. Ну и дальше какой этап следует после того, как мы все это приваляли веком. Нам нужно взять вот такие кусочки, я думаю, у вас остались остатки после раскроя, и нам нужно распустить немного ткань, чтобы у нас появились вот такие вот ворсинки. Вот они начали распускаться, и видите, такие вот ткань состоит из таких вот двойных прядей небольших. Вам нужно взять ткань 30 мм с ворсом 30 мм и пораспускать себе вот таких вот ворсиночек побольше. Дальше мы будем заниматься наращиванием волос для кота. Пока вот для образца хватит, а потом нужно, конечно, еще больше этого. Теперь смотрите, берете иголочку номер 38 звезда и вот эти ворсиночки. Я обращаю внимание, что они должны быть двойные, не одинарные. Одинарно бывает там, где вы режете ткань, и они, ну, как бы напополам делятся, двойные. И вот берете двойные ворсинки и приваливаете к нашей вот этой вот веку валенному. Таким образом вы закрываете валяние, и как бы глазик становится более натуральным. Двигаться нужно по направлению к глазику, приваливая по чуть-чуть. Вот так вот ворсиночки. Смотрите, обращаю ваше внимание, что двигаться нужно по направлению к глазику, не вот так. Потому что так вы будете все время на месте стоять, вы будете вываливать ваше веко, и как бы ничего не будет происходить того, что надо. Ну вот вы один круг делаете, потом там через миллиметры приваливаете второй такой заборчик. Следите, чтобы серединка уходила внутрь, иначе держаться ничего не будет. Ну и, конечно, дополнительно, после того, как все приваляем, мы это закрепим клеем. Так что все будет хорошо держаться. Такая монотонная работа, ну, очень расслабляющая. Продолжайте дальше. Итак, завершающим этапом в наращивании волос у нас является закрепление этих волос, ворсинок на ткани.
Вот, для этого вам нужно взять клей, можно взять ПВА, можно взять вот такой вот у меня японский клей для создания цветов из шелка. Вот, ну, в принципе, он такой, как и ПВА, очень даже пахнет, как он, как ПВА. Вот, он такой густой, но вам нужно разбавить его 1 к 1 с водой. Вот, можно в какую-то емкость разбавить, хорошо очень размешать. Вот, и набираете шприцом. Вот так. Одеваете иголочку и делаете коту или другому животному ботокс. Старайтесь, значит, сначала не слишком много вводить, по чуть-чуть. Вот. Сейчас он тут впитается в глазик, не переживайте, если на глазик попадет, можно вытереть или смыть. Это клей, который, в общем-то, ничего с глазиком не сделает. Сначала как бы вот по внешней части прошли, потом немножечко там внутри. Тоже делаем несколько укольчиков. Ну, в среднем уходит на глазик где-то по кубику. Но вам нужно обязательно, когда подсохнет все, проверить. Вот. Если ворсинки вытягиваются, вы еще раз делаете более густую консистенцию и снова проклеиваете. Пока вот вы сейчас это все сделали, пока все не подсохнет, пожалуйста, ничего как бы не предпринимайте с работой над котом, потому что может где-то клей проступить. Если вы, вернее, даже он не проступит, но если вы нажмете, он проступит, склеит ворсинки, и вам придется потом эти ворсинки доставать и снова повторять одни и те же действия. Вот. Ну, собственно, вот так это все делается. Ну, подождите, когда высохнет, и можно делать стрижку, покраску и все остальные косметические процедуры, так сказать.